Привет, песеры, с вами Морж. Воскресенье у нас на календаре. Уже завтра в игре появятся паки Ливерпуля, а сегодня у нас финал турнира от турниров номер 1, самого большого турнирного сообщества РУ игроков ВКонтакте. Ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Все как обычно, и все это дело у нас будет в варианте копа, то есть играют ребята 2 на 2. Значит, составы почему-то до матча они мне решили не показывать, вот такие вот стеснительные господа. Хотя вы их все уже знаете, они попадали уже и в финалах, и были на моем канале. В общем, так сказать, старые знакомые. Значит, смотрите, за Германию да, офсайд там был. Я думал, я уже пока все представление делал, собственно, не прокомментировал гол. Но игрок Германии залезает в офсайд. Германия начинала этот матч, поэтому Германия. Значит, за Германию у нас катает Михаил Руденко и Дмитрий Семендуев. Противостоять ему будут ребята под флагом Азербайджана. Это Рашид Ализаде и Гасан Османов. Я уверен, матч будет интересный. Финал все-таки как-никак. Ну и я надеюсь, что вам это все дело интересно будет смотреть, поэтому заваривайте себе что-нибудь тепленькое, чаек, кофеек. Я в последнее время на какао подсел, блин, мне так оно нравится. Если с зефирками, вообще замечательно. Вот, и приступаем, собственно, к просмотру. 6-я минута у нас, один опасный момент уже был, и офсайд был зафиксирован, гол был не засчитан. В атаке Азербайджан по правому флангу подключается Трипье. Кстати, хотелось бы узнать, да, а какие это версии. Я думаю, это шоутаймовский Трипье. Вот, ну, может быть, в перерыве ребята нам все-таки составы свои покажут. Было бы очень даже интересно. Мальдини здесь пытается стать на перехват, попадает мяч в Мальдини. Хорошо переводили азербайджанцы, назовем их так, защитникам на передачу, и атаку сборной Германии они пока что остановили. Посмотрим, будет ли много голов в этом матче. Честно, я понимаю, что в таких матчах и достаточно большое напряжение, да и в принципе, когда ты играешь с партнером, тут нужно либо понимать друг друга вообще с полуслова, либо сидеть на связи. Я не знаю, со связью ребята играют или нет, но я думаю, я бы играл, по крайней мере, со связью, хотя бы там, не знаю, в том же Телеграме друг друга набрать и параллельно, собственно, катать этот матч, чтобы буквально секунда в секунду отдавать команды, там, я сейчас буду забегать или еще чего-нибудь такое в таком роде. Короче, взаимопонимание здесь нужно максимально хорошее. Снова футболисты Азербайджана хорошо играют в перехвате мяча, правильно отвели своих игроков, передача не прошла, но Германия тоже у нас атакует. К сожалению, пока что и у Рашида с Гасаном не совсем получается нормально провести атаку. За центр поля они уходят, но дальше, к сожалению, мяч не идет. Угловой для сборной Германии. Кто у нас там на подаче стоит? Не знаю, кто у нас на подаче стоит. Хотя там мелькнул Бекенбауэр. Тут как бы переключаются и ники игроков, кто каким управляет, и иногда фамилии футболистов показывают. В этом, конечно, есть небольшие сложности. Идет подача, пытались пробить, нет, слишком слабый удар, конечно же, Шмейхель с ним справляется, спасибо, Шмейхеля фамилию показали. И длинным забросом пытается найти игроков Азербайджана в центре поля. Не получается у команды в голубой форме сохранить мяч, и погнала контратака. Правый команд, да, у нас справа. Ошеломительная подача, попадает в защитника. Мяч уходит за боковую линию. Ну, посмотрим. Сейчас, скорее всего, снова будет сразу же подача, да. Как и ожидалось, попадает теперь в 2 защитников. Ну что, следующая подача должен попасть в 3 защитников, а почему бы и нет. Не знает, куда пока что разыгрывать. Ждет подключение партнеров по команде. Так, снова ошеломительная подача, снова защитник это блокирует. Не получается у Рашида и Гасана все-таки сделать хорошую верховую подачу. Так, здесь попытался побороться Коман, но немцы не только мяч забрали, еще и практически сохранили для своей команды. Посмотрите, кровь насколько глубоко был у Азербайджана. Мне прям интересно, а что он так глубоко делал, хотя вроде бы атака его команды была. Снова ошеломительной подачей пытаются найти партнеров по команде в штрафной соперника, и тут тоже не получается. Пока что вязкая игра, достаточно много брака. Точнее, даже не так. Достаточно много брака, потому что очень хорошо в перехватах играют, собственно, ребята друг против друга. И пока что не получается противопоставить этим перехватам что-либо прям значительное. Румениги начинает разгоняться, куда будет отдавать передачи. Нет, все-таки мяч сохранили, но с передачей ошибся. Подключение по правому флангу пытался не совсем удобно отдавать игрок сборной Азербайджана, ну, точнее, в форме сборной Азербайджана. Я думаю, вы все это понимаете. И, к сожалению, передача не прошла. Но, собственно, Рашид с Гасаном все пытаются нащупать слабые
правые стороны у Михаила с Дмитрием. Хорошая передача на левый фланг, пытается растягивать Азербайджан, футболиста сборной Германии. Нет, здесь передача тоже у нас не прошла. И Лиао у нас на левом фланге, да, отмечаем, кто у нас где, потому что составы мы, к сожалению, не увидели. 33-я минута, не скажу, что были вообще опасные моменты. Очень много вязка в центре поля происходит этот матч. И очень много, конечно же, перехватов. Райкард в центре поля отдает на правый фланг. Да, будет подключение Лиао. Пытался коротенькую стеночку разыграть, не получилось, но на рикошете мяч отлетел к игроку сборной Азербайджана, у которого не получилось сделать ошеломительную подачу. Удар, но защитник блокирует. Посмотрите, буквально практически каждую передачу, практически каждый удар блокируют защитники. То есть вот насколько ребята хорошо играют в обороне. У меня такого даже близко нет. Я в обороне вообще полный нуб. Да, я могу пропустить 5, но могу забить 10, но пропускать 5 это тоже на самом деле неприятно. Левый фланг активно используется Рашидом и Гасаном. Подача, нет, слишком близко к вратарю, тут на выходе он играет. И сборная Германии может сейчас уйти в быструю контратаку. Хорошо, правый фланг, посмотри на левом, слева там двое аж. Да, видит, конечно же, это Михаил с Дмитрием, но немножко передача не прошла. Там буквально два игрока, абсолютно никем не прикрытые, очень хорошо открывали свободную зону. И пас прям вовремя и как нужно. Да ладно! Вот это, на самом деле, я думаю, ну и повторы не посмотрели. Ой, господа, ну в угол вас поставить и по жопе надавать. А гол интересный, на самом деле интересный, потому что была ожидаема 100% передача. Вот, а тут Румениги с острого угла просто взял и вбил. И все. И 43-я минута, и 1-0. И как бы, что делать? В общем, да, Рашид с Гасаном, ну, блин, смотрите эти... повторы, нам же тоже интересно, нам же тоже хочется смотреть, и как забивалось, а чего забивалось, а как двигались одни игроки, а как двигались другие. Я думаю, это максимально важно, тем более для людей, которые делают выводы из матчей, сами берут себе на заметку какие-то ваши приемы и потом стараются играть при помощи них лучше. Попадает в офсайд футболист в форме сборной Азербайджана, но Германии, Михаилу и Дмитрию нужно будет отыгрываться. Первый тайм у нас подходит к концу, 2 минуты всего лишь добавил арбитр. Вряд ли в этом тайме уже что-то у нас изменится, хотя вы сами знаете, поле ровное, мяч круглый, случится может все что угодно, а вот и случается. Хороший момент, Шмейхель на месте. Да, вот здесь с острого угла закатить не получилось, но опасным моментом отвечают немцы, собственно, в конце первого тайма. 2-2 по ударам у Азербайджана, 3-2 по ударам у сборной Германии. И мы идем ко второму тайму. Пока что замены ребята вряд ли будут делать. Я думаю, после 60-й минуты они все это накидают. Ну, могли бы хоть в план игры зайти, а то вот так вот по одному выдергивать футболистов и рассматривать, а кто у вас где. Достаточно сложно, это первое. А второе, кроме того, что я узнаю фамилию, нужно еще понять, какая это карточка. Да, может это бигтайм, а может быть это шоу-тайм, а может быть это эпик, а может быть это легенда. Короче, Konami нам такое количество этих карточек понапридумывало, что реально часто в этом всем деле путаешься. Ну, поглядим. Наверное, на составы после 60-й минуты, ну или когда ребята вообще будут решат сделать замены. А немцы уже делают замены, выходит Холланд вместо Криштиану Роналду. Также уходит Сане у нас и выходит вместо него Мбаппе, пока что Азербайджан в атаке. Снова острый угол, но вратарь на месте. Ага, значит, выходит Холланд и выходит Мбаппе. Будут давить все-таки, скорее всего, через фланги, навешивая на Холланда, и плюс за счет скорости за Мбаппе убегать. Но тут-то прикол, у Холланда бы сработала суперзамена. Коман пробьет? Нет, не пробьет. Здесь ошеломительный удар готовился. Я бы на самом деле, если честно, я вот вообще очень нечасто пользуюсь ошеломительными ударами, ошеломительными пасами. Ну, потому что я до сих пор играю на свайпах, кстати, ребята. Вот все надо переучиться, а я все за это никак не сяду. Понятно, что первое время я буду вообще как маленький котенок слепой тыкаться с этими свайпами. Но в любом случае, все, что придумали люди, могут изучить другие люди. Поэтому я уверен, что переучусь и потом какие-то результаты показывать смогу. Снова игрок из сборной Германии у нас попадает в офсайд. Так вот, я ими вообще не пользуюсь, потому что на свайпах это охренеть как долбануто сделано, это крайне долго, это крайне убого, и, ну, короче, я бы не советовал. А на кнопках это делается гораздо проще. Но мне кажется, честно, как-то перебрали Konami с этими ошеломительными. А вот и еще один хороший момент, немножечко затянул. Да. Затянул с одной стороны, потом каким-то образом забрал мяч, попал в штангу, еще и рикошет получили игроки сборной Азербайджана.
Вот здесь вот мне уже казалось, что мяч забран, и как бы защитники отыграли момент, спокойно сейчас вынесут или отдадут передачу, но тем не менее второй мяч у нас залетает в ворота сборной Германии, и для них становится положение гораздо хуже, потому что пока и одним мячом таким на отыгрыш особо, к сожалению, не пахнет. Пошла верховая подача, здесь Бекенбауэр мяч выносит. Сборная Германии не смогла сохранить мяч для себя. И снова Азербайджан несется в атаку. Тут у нас Райкард несется в атаку. Не самый быстрый товарищ, конечно же, но отличный опорник с отличным пасом, отличной защитой. Короче, отличный парень. Не проходит передача наперед. Здесь, конечно же, был бы выход 1 на 1, если бы чуть-чуть более филигранная передача прошла. И Германия начинает опять давить. Пытаться хоть каким-то образом довести мяч до ворот противника и, собственно, забить этот мяч. Так вот, я считаю, что все-таки перегрузили на самом деле с ошеломительными этими ударами, пасами и всем остальным японцы нашу игру. Действительно, многие вещи, вот, которые они делают, типа, это будет более реализм, это будет лучше, это дает нам больше возможностей. С одной стороны, нам дают эти возможности, да, с ошеломительными ударами, а с другой стороны, нам на мобилке до сих пор не дали возможности самому расставлять игроков как хочешь. Ну какого хрена? Мне кажется, расстановки, тактики, личные указания игрокам, как это есть на плойках и консолях, ну, на плойках и консолях, да, плойка это тоже консоль, на ПК и консолях, конечно же, мне кажется, это гораздо важнее в футболе, чем ошеломительный удар. Тактика, стратегия, личные указания, и это нужнее футболу, чем ошеломительные удары, ошеломительные навесы, ошеломительная хрен пойми что и ошеломительные бесплатные паки, которые нам, не знаю, дарят в игре. А вот и состав мы увидели, да, право Коман, лево Лиао и Мобили выходит, кстати, последняя его карточка, да, за номиналочку, как же его, Гакпо, да, на левом фланге от сборной Голландии. Состав, конечно же, шикарный, дорогой, богатый, ну, блин, самые большие турниры, финалы, я думаю, тут других составов и оказаться не могло на самом деле. Два мяча, времени мало. Надеюсь, Михаил и Дмитрий сейчас что-нибудь очень сильно обсуждают, не знаю, по тому же Телеграмму, придумают какой-то отличный план, будут его придерживаться, отыграют два мяча, еще и... Третий забьют, либо уйдут на дополнительные пенальти. Мы такое любим, драматизм — это вещь полезная. Но пока что в атаке Азербайджан гулит у нас в центре поля, да, у Азербайджана. Так, Германия, ладно, не получается снова атака у Германии. Кстати, вот удивительно, Томори стоит у немцев как центральный защитник. Мне, в принципе, ну, я неплохо относился к этой его карте, она интересная. Хороший момент! Нет, не получается у Румениги в этот раз переправить мяч в ворота. Очень уж острый угол, плюс неудобное положение, да, и Шмейхель, я думаю, все контролировал. 20 минут у нас остается. Маловато времени, очень даже маловато, но PES иногда позволяет буквально за 2-3 минуты полностью изменить ход матча. Я думаю, все вы это знаете. Не получается передача на Гакпо. Райкар здесь мяч сохраняет для команды Азербайджана, но теряет при достаточно легкой передаче на партнера по команде. Вот хорошая должна была быть передача, хороший должен был быть выход 1 на 1, но снова защитник в последний момент вставляет ногу и перехватывает эту передачу. Часики тикают, 75-я минута у нас уже, все меньше и меньше времени остается, 15 минут всего лишь. И, ну, конечно же, немножко времени добавят. А в атаке снова Азербайджану. Прекрасная передача. Вот сейчас можно было 100% ставить точку в этом матче, но в перекладину попадает Чиро Иммобиле. Кстати, да, мне в комментариях люди писали, что очень он любит штанги и перекладины. Вот. Я как-то потестил, у меня вроде нет, но вот вам первое же касание Иммобиля к мячу, первый же удар Иммобиля и, пожалуйста, вам перекладина. А, конечно, прикладывался хорошо, попадал бы в девятку, само собой вратарь бы такой удар не потащил. Снова офсайд, у нас тут пауза, да, у меня пока, собственно, есть какао, которое можно хлебнуть. И немножко хотя бы промочить горло, потому что все время разговаривать, ребят, ну честно вам скажу, это достаточно сложно. Которая, правда, остыла, ну ладно, остывшее какао это тоже вполне себе неплохой напиток. Возвращаемся к матчу. Так, Германия разыгрывает у нас штрафной, поборется сверху, конечно же, поборется, и пока что нет, не сохраняется мяч для сборной Германии. Не получается у Михаила и Дмитрия, к сожалению,
как-то разыграть в короткие передачи. Хорошо Рашид и Гасан играют в перехватах. Ну, вы сами видели, на самом деле, сколько перехватов за этот матч уже было. Снова мяч у Азербайджана. Будет ли быстрая контратака? Гуллит, передача на Иммобиле. Иммобиле... Прошел пас на Гакпо. Бьет, конечно же, бьет. Вот почему Шалхан сейчас не пошел на добивание? Я вообще не понял. Ну вы видели его позицию? Типа, почему он назад начал пятиться? Ну, я понимаю, что это игра, и это конченая фигня, но как же это глупо выглядит. Иммобиле не попадает в ворота. Да, Иммобиле же. Гакпо там бежал рядом, ну, с такого положения было достаточно сложно бы отдать передачу, и Иммобиле был явно не в лучшем положении, плюс пас у него не то, что супер какой-то мега крутой, чтобы он из неудобных позиций это отдавал. Сделано все правильно, пробивал, но жалко не попал даже в створ ворот. Ну а Чалхан на самом деле вот здесь вот обосрался по полной программе. Ну типа там просто пойди на добивание, вставь ногу! Тем временем Решфорд пробивает головой и не попадает тоже в створ ворот. Ну, достаточно опасный момент, и дистанция была вполне себе близко. Ну, Рэш, к сожалению, это уже не тот Решфорд, да, который был у нас в 21-й части, за которым охотились все, и это была просто машина для уничтожения противников. Сейчас Рэш далеко не торт, а Германия снова в атаке, подача не получается, и защита отыграла, и мяч не получается. Теперь уже у Азербайджана не получается мяч сохранить для себя. Снова атака немцев. Ошеломительная подача не вышла. Знаете, мне кажется, чуть как-то более интереснее филиграннее нужно играть Германии, Михаилу и Дмитрию в нападении. Третий мяч все-таки залетает, да. Иммобиле своим шансом воспользовался и ставит точку в этом матче, само собой, тут уже ничего не попишешь. Так вот, просто мое мнение, скажем так, я понимаю, почему эти ребята в финале. Они отлично играют в защите. То есть вот у меня, допустим, наоборот, очень плохо с игрой в защите. Я уверен, что на всем пути, я не смотрел, по какому пути они шли, то есть как у них прошлые матчи заканчивались. Я уверен, что они пропускали очень мало. Вот. И им хватало забивать мало, чтобы, собственно, проходить дальше. Здесь же, во-первых, они вот он, все-таки, да, один мяч отыгрывали, ну так, немножечко скрасили пилюлю по общему счету к матчу. Но прикол в том, что Рашид и Гасан тоже и отлично играют в защите, но при этом они еще и находят моменты, когда можно атаковать и можно в атаке показать что-то интересное. Что ж, поздравляю господ под флагом Азербайджана Рашида Ализаде и Гасана Османова с победой в этом финале. Спасибо, что дали мне его прокомментировать. Михаил, Дмитрий, не расстраивайтесь, уверен, вы еще будете и в финалах, и побеждать будете. Так что второе место — это тоже замечательно. Ну вот чисто... Совет со стороны, да, как человек, который хоть чуть-чуть понимает в этом футболе, немножко нужно разнообразить атаку. То есть вот как-то одно и то же повторяется, у вас не получается, вы все равно пытаетесь тем же способом дойти. Мне кажется, вот немножечко, если вы атаку подкрутите, то будете смотреться гораздо интереснее, и, конечно же, матчи будут гораздо результативнее. Спасибо, ребят, что смотрели, подписывайтесь на группу, ссылки в описании, в закрепленном комментарии, участвуйте в турнирах, попадайте в финалы, попадайте на мой канал, с удовольствием прокомментирую ваши матчи. На этом прощаюсь, как всегда, Морж, как всегда, пока.